Алоха, это Милена, и это будет большое видео на тему реинкарнации, перевоплощений. Я расскажу об этом все, что знаю, все, что выяснила, все, что наисследовала, и буду отвечать на вопросы. Это будет в формате вопрос-ответ, потому что так удобнее всего. А затем я это видео планирую разделить на несколько более коротких, потому что длинное видео смотреть сложно, там час, если не больше, надеюсь, что не больше. И поэтому смотрите следующие видео, они будут длиться 10-15 минут. Смотрите каждый видос, они будут и в описании, и в подсказках, и можете узнать всю информацию о том, что такое реинкарнация и как это работает. Начинаем с первого вопроса. Как это работает? Что такое вообще реинкарнация? Реинкарнация — это перевоплощение души. Человек является душой, естественно, а не физическим телом. Соответственно, душа воплощается в тело на определенный срок, затем она его покидает, находится вне материи, то есть в духовном мире, в духовном состоянии, в духовном измерении, хотя это не измерение на самом деле, просто так проще говорить. И затем в какой-то момент, когда захочет, снова воплощается в физическое тело. Но еще важный момент, что физические тела бывают разные, об этом мы поговорим позже. Как это работает? Я умираю, и моя душа сразу перемещается в новорожденного ребенка. Нет. Не просто так есть та самая традиция 40 дней, потому что человек является душой, сознанием, не материальной энергией. Но при воплощении в это тело физическое, плотное, материальное, грубое, у нас есть еще 7 тел, точнее 6. Еще 6 тел, которые являются тонкоэнергетическими, не плотно-энергетическими, как физическая материя, грубая, а тонкие. И при развоплощении требуется время. Сначала ты оставил физическое тело, потом происходит оставление остальных 6 тел, и только потом душа способна переместиться полностью, как бы освободившись, как бы раздевшись от этой лишней одежды, способна оказаться в полностью нематериальном состоянии, то есть в духовном мире, где нет никакой материи вообще. Соответственно, нет ни времени, ни пространства, и там невозможно туда перейти душе вместе со всей этой лишней одеждой, скажем так. И на это требуется время, около 40 дней примерно, но у всех по-разному. Бывает дольше, бывает меньше, это зависит от множества факторов. Например, если человек умирает, когда он уже там дожил 90-100 лет, он уже полностью израсходовал всю свою энергию, и физическую, и астральную, и эфирную, и все остальные. То есть она настолько уже израсходована, настолько истончена, что человек, когда в таком состоянии покидает свое физическое тело, ему остается совсем короткое время, чтобы освободиться уже от остальных тонких тел, потому что энергия почти полностью разрасходована. Собственно, поэтому человек умирает, что как бы все, пришел срок, который ты себе запланировал, настолько тебе хватило этой энергии, как физической, так и физической тоже на самом деле. И проще, быстрее человек, точнее душа, сознание, дух уже в итоге потом выходит в это духовное состояние вне материи. Как бы быстрее отделяется от этих тел, эти тела быстрее распространяются, какая-то часть интегрируется в дух, там, где записана память об этом воплощении. И потом человек, точнее душа, не обязательно человек, душа находится в нематериальном состоянии, в духовном мире. Переосмысливает все, что с ним происходило, что получилось, удалось, что не удалось сделать, то, что планировалось, какие были ошибки. Просто такой, как это называется, пересмотр своей жизни пройденной. Такой дайджест выходит у души. И затем она может находиться также в нематериальном своем состоянии, наслаждаться этой свободой. Может пойти снова на воплощение, планировать воплощение сначала со своими духовными наставниками,
если она хочет. Потому что не все, не всегда хотят. А в какой-то момент могут захотеть, в какой-то момент могут решить, что я еще долго хочу находиться не в материальном состоянии. Могут прямо из этого духовного мира тоже вести какую-то деятельность и приходить, например, в материальный мир и там подсказывать, как, например, это делают духовные наставники. Они вне материи, то, что называют ангелами в религии. И они приходят через астральный план тонкоэнергетический и курируют там какого-то человека, является его духовным наставником, помогает из духовного мира. В какой-то момент может решить, что пора воплощаться. Планирует все детали максимально. Максимально все детали, все, что мы на самом деле считаем, что я не выбирал эту жизнь, я не выбирал это тело, я не выбирал этих родителей. Ты выбирал. Мы все это выбирали, но не всегда из духовного мира есть понимание того, насколько может быть тяжело. Кажется, все на самом деле проще, но когда ты попадаешь на Землю, например, не обязательно же воплощаться на Земле, может оказаться, что все гораздо сложнее, и можно очень сильно упасть в своих вибрациях, в своем состоянии. Можно реально деградировать, можно не выполнить все, что ты хотел, можно обозлиться на мир. Но душа этого не предполагает, пока она была в духовном мире, потому что там кажется все ясным и понятным. Оттуда все видно, все ясно, все понятно, все четко и более-менее просто. И потом уже рождается ребенок, блокируется память, естественно, блокируется память для того, чтобы не тащить этот груз прошлого, потому что он иначе будет влиять на это воплощение и может помешать, соответственно, пройти эту жизнь так, как он хотел, так, как он запланировал. Может, он в прошлой жизни был слесарем, а в этой жизни человек хочет стать, я не знаю, певицей. И этот прошлый опыт лишний, он будет мешать, а точнее память. Вот эта память, она будет очень сильно мешать, поэтому она блокируется, это абсолютно естественно, нормально. И в этом нет никакого злого умысла, как некоторые конспирологи думают, что нам заблокировали память, мы тут все слепые. Нет, это не так. Давайте следующий вопрос. Так, мне интересно. Вот то, о чем я говорила. Душа выбирает, в каком теле или существе переродиться заново? То есть реинкарнация происходит, и осознанный ли это выбор, так сказать, или нет? В общем, я уже рассказала, что душа выбирает, в каком теле, в каком месте, в какое время, подбирать себе дату, родителей, все. На это может уходить физическое время в физическом мире, поэтому воплощение это требует времени. Для того, чтобы это произошло, это запланированное событие. Да, выбирает, в каком теле или существе переродиться, да. Это осознанный выбор, это происходит осознанно. Да, никто тебя не может заставить, опять-таки, как некоторые конспирологи говорят, никто тебя не заставит, это невозможно. Насильно тебя заставить воплотиться невозможно.